привет! С вами Анюта Кэт. Вчера я наконец-то выбралась в город за покупками косметики. Я купила себе то, что я давно хотела купить, но все никак не получалось, не было времени, или я не знала, хочу ли я вообще это. Ну, в общем, разные ситуации были, и вот наконец-то я купила это. И я очень хочу это вам показать, поделиться. И вместе с вами, кстати, это попробовать, потому что я еще его вообще не открывала, не распечатывала, не наносила на себя. Но для начала я вас ознакомлю с этими продуктами. Это двухфазный хайлайтер. С одной стороны он мокрый, с другой стороны он сухой. У меня здесь тон 01. То, что я купила хайлайтер, это такое чудо, потому что я выбирала хайлайтер еще с начала зимы. Сейчас 1 мая. Я все никак не могла выбрать то, что я хочу, потому что ни один из хайлайтеров мне не нравился. Здесь у нас есть кисточка. Она запечатанная. Надо ее распечатать сейчас. Маленькая, искусственная, сразу выбрасывать. Она мне не понадобится. Так, сейчас нанесу на руку и посмотрим, как она. Этот пальчик — это кремовый хайлайтер, а этот пальчик, тот, что средний, показывает сейчас сама себе факт, сухой хайлайтер. Посмотрите, как он. На руку они перенеслись более-менее нормально. Как для такого хайлайтера, это в принципе нормально, потому что цена его 79 гривен, где-то так. На эти деньги хайлайтер очень хороший, здесь у меня 8 грамм, в принципе это нормально. Хайлайтер я пока отлаживаю и показываю вам другой продукт. От этой же марки, кстати, я забыла сказать, что марка Diva. Итак, следующий мой продукт от марки Diva — это BB консилер. На самом деле консилер я себе тоже долго искала, около месяца. Я себе хотела именно BB консилер, потому что я не хочу такой плотный, жесткий консилер, который будет перекрывать все. Я хочу такой нежный, который я не буду чувствовать под глазами, который будет очень такой нежный, деликатный. Кстати, в магазинах, в которых я искала, его не было вообще BB консилеров. Были обычные консилеры, еще и тон 02 мне сразу же подошел. Кстати, там других консилеров и не было, так что тон был только 02, но, слава богу, он мне подошел хорошо. Здесь написано, что для всех типов кожи, хорошо перекрывает несовершенства и зону под глазами. Он здесь запечатан. Надо как-то... О! Оно снялось с этой пленочкой. Итак, здесь у меня вот такой вот аппликатор. И, кстати, очень странная эта фигня. Мне кажется, что она должна быть вот здесь. Вот мне все время хочется ее как-то опустить. Ну, не знаю, наверное, так не должно быть. Кстати, аппликатор неудобный, мне не нравится. Вот такой вот тон. Кстати, запах ужасный. Я не переношу такие запахи. Я сразу же почувствовала, что у меня уже был похожий запах. И вот я нашла тоналку от Ламель. В принципе, по нем видно, что он такой BB консилер, он плотно не перекрывает все. Еще я кое-что купила, кое-что очень интересное, то, что у меня еще до этого не было ни разу. В общем, это хна для бровей, темно-коричневый цвет. Она в виде порошка. Ее нужно разводить с теплой водой и наносить на брови на 30 минут. Честно, я уже накрасила брови. Купила и накрасила, я абсолютно забыла для вас снять видео, но когда эти брови смоются, то я для вас сниму обязательно видео, как правильно пользоваться этим продуктом и красить свои брови. Это уже хорошо, что я накрасила брови, потому что я буду знать, сколько они будут примерно у вас держаться, так что в этом тоже есть свой плюс. Ну и сейчас приступим к макияжу. А что вы думали, я вам просто показала продукты и не покажу их для себе? Да ни в коем случае. Для начала я нанесу BB крем, мой любимый BB крем, который я обожаю, он от Maybelline. Это у меня просто Light Medium, без какого-либо тона, просто Light Medium называется. Я люблю все BB, потому что я ненавижу, когда у меня на лице чувствуется тональный крем или еще что-либо. Ну вот и все, тональную основу я нанесла, теперь перейду к консилеру.
Ребята, срочное включение. Никогда не оставляйте камеру под солнцем, особенно если ты снимаешь видео, потому что она может резко выключиться, и потом будут с этим очень большие проблемы. Я только что так и сделала. Консилер я уже растушевала. Простите, что без вас, просто я вам рассказала ситуацию с камерой, да. Ну, в общем, он такой нормальный, не плотный, как раз то, что нужно для меня. Лицо немного посвежело, да. Темные круги слегка перекрылись. Ну и теперь хайлайтер. То, чего я так ждала все это время. Хайлайтер, милый мой хайлайтер. У меня есть 3 кисти для этого. Одна вот такая вот плотненькая для того, чтобы наносить кремовый хайлайтер. Другая для рассыпчатых, но она мне не очень нравится, но я ее все же попробую. И третья, которую я больше всего обожаю для хайлайтера. Она вот такая вот маленькая. И давайте, чтобы сравнить, на одну щечку я нанесу кремовый, а на другую пудровый хайлайтер. Пусть будет пудровый. Назову его так. Сюда я нанесу такой вот. Он какое же крутое свечение. Мне, кстати, эта кисточка не очень понравилась. Я хочу этой попробовать. Хотя она офигенная вроде бы как, но она мне что-то не очень. Вот именно для этого хайлайтера. Не впечатлилась, скажем. Все-таки для таких хайлайтеров нужна такая вот кисточка. Супер! Ура! У меня есть наконец-то крутой хайлайтер. Под бровь нанесу. Обязательно. Я же должна сидеть везде. Так, ну теперь кремом. Хочу сказать, что этот хайлайтер, он такой более как дневной. Тот, что кремовый, да, он такой очень нежный и деликатный. Если это такой ух, то это такой ух. Под бровь он очень круто смотрится. Посмотрите сами, как вот здесь это рассыпчатый, и как вот здесь крема. Ну, конечно, сейчас кремового вообще не видно, его будет видно на солнышке. Но зато этот, он просто сияет. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Хочу напомнить, что я хочу снять вопрос-ответ, поэтому задавайте свои вопросики в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальцы вверх под этим видео. Можно и не под этим, можно под всеми моими. Ну, как захотите, конечно. И пока!